Добрый день, зрители канала Real Constructor Стас. Сегодня в видео. Ой, одну секундочку, шнурок развязался. Да, разговор сегодня пойдет о такой простой и обыденной вещи, как шнурки. Для начала я расскажу немного интересных фактов про шнурки, а затем 3 способа, которые я выбрал для себя, чтобы завязывать шнурки. Приступим. Слово «шнурки» происходит от немецкого «снур». Шнур, бечевка, веревка. Отрезки тонкого шнура определенной длины, продеваемые через специальные отверстия в обуви и служащие для удержания ее на стопе. Современные шнурки, как правило, подразумевают наличие специальных наконечников – эглетов. Предлагаю расширить свой словарный запас людей, которые не знают это слово, благодаря ассоциациям. Эглет – игла, эглет – багет, эглет – кабриолет. Соответственно, отверстия, в которые вставляются шнурки, называются люверсами. Вы удивитесь, но шнурки стали популярными лишь в 20 веке. До этого в ходу была обувь без шнурков, с различными пряжками или пуговицами в качестве фиксирующих элементов. Тем не менее, шнурки использовались в глубокой древности, например, чтобы надежно удерживать на ноге сандалии. Историки говорят, что первые упоминания о шнурках были еще в 13 веке. Уже в 15 веке знаменитый мореплаватель Христофор Колумб успешно менял медные наконечники со шнурков и сами шнурки на слитки с золотом. Только почти через 5 веков с момента изобретения шнурков ими начали фиксировать обувь. Тогда и появилось понятие «шнуровка». Это последовательность, в которой шнурки продеваются через отверстия в обуви. Геометрически существует почти 2 триллиона возможных шнуровок для обуви с 12 парами отверстий. Это в 250 раз больше населения Земли в 2023 году. Шнурки делают из различных видов лыка, кожи, хлопка, пеньки, джута и других материалов, применяемых при изготовлении веревок. Шнурки часто изготавливают из синтетических волокон, имеющих большую прочность и стойкость к стиранию. Такие шнурки выглядят лучше и служат дольше, но чаще развязываются, будучи более скользкими по сравнению со шнурками из натуральных материалов. Существуют шнурки с круглым и плоским сечением. Я использую в основном вощеные шнурки. Когда они новые, то скользкие и постоянно развязываются. Первый способ я считаю самый ненадежный. Это классический бантик. Он подойдет для уже не новых или шнурков из натурального материала, которые не очень скользкие. Концы шнурков складываются накрест, и один конец обвивается вокруг другого. Затем на концах делаются петли, и тот конец шнурка, который был в первой части узла сверху, также ложится сверху. Одна петля обвивает вторую, как и в первой части узла. Тянем за петли и фиксируем узел. Второй способ – это классический, и по моему мнению он средний по прочности. Он подойдет для толстых вощеных шнурков, так как узлы на них получаются громоздкие. Первая часть узла, как и в прошлом узле. Вторая часть узла такая. Один конец складываем в петлю, а второй конец, без петли, накладываем сверху на петлю. Обводим снизу, формируем петлю снизу и вынимаем ее через отверстие вверх. Потом я затягиваю узел и окончательно фиксирую путем поочередного затягивания каждой петли. При этом придерживаю сам узел. Получается достаточно прочно. Третий узел самый прочный и подходит для тонких скользких шнурков. Начало узла, как в обоих предыдущих случаях. Вторая часть следующая. Оба конца шнурка складываются в петли. Одна петля накладывается на другую, опускается вниз, обвивает вторую
и выводится через отверстие вверх. Вторая петля делает такое же движение, обвивает узел, но в обратную сторону. Продевается через отверстие и выводится вниз. После этого тянем за петли и затягиваем узел. Поочередно затягиваю каждую петлю, придерживая центр узла. Узел получается очень прочный и сам у меня ни разу не развязывался. С вами был Реал Конструктор Стас. До новых встреч на моем канале.